Вам кажется, что сделать прибыльный бизнес дорого и сложно? Мы собрали для вас самые сладкие ниши, прогореть в которых практически невозможно. От самых креативных до безумно простых, доступных даже школьнику, но способных принести вам миллионы. А в конце подкинем идею, которая не требует сложного анализа конкурентов, рекламы или продаж, а просто сама по себе будет вам генерировать денежки в карман. Сфера маркетинга продолжает эволюционировать, выходя за пределы традиционных методов, включающих личные встречи с потенциальными клиентами с целью продажи. В современных реалиях компании активно интегрируются в интернет-платформы, социальные сети, чтобы достичь своей целевой аудитории. В результате этой эволюции возникает спрос на консультантов в области цифрового маркетинга, которые могли бы помочь клиентам продвигать свои продукты и услуги через все направления. Однако для успешной работы в этой области важно овладеть такими навыками, как маркетинг в социальных сетях, оптимизация для поисковых систем, контент-маркетинг и другие связанные компетенции. Но бизнес очень перспективный и с большим чеком, ведь можно привлечь многомиллионные контракты, работая креативно. Виртуальные ассистенты предоставляют офисные услуги руководителям и компаниям через интернет. Их обязанности включают в себя ввод данных, отправку электронной почты, организацию встреч, взаимодействие с клиентами и многие другие административные задачи. Если у вас есть отличные организаторские способности и навыки эффективного управления несколькими задачами одновременно, то работа в качестве виртуального ассистента из дома может стать хорошей идеей для собственного бизнеса. В зависимости от вашей должности, вам может потребоваться знание определенных программ и умение работать с социальными сетями. Ваше мастерство в этих областях может повысить шансы на получение хорошо оплачиваемого заказа. Можно и заняться организацией полноценного бизнеса, сводя вместе руководителей и потенциальных ассистентов, получая свою комиссию и контролируя их работу. По данным Indeed, виртуальные ассистенты в среднем зарабатывают $19 в час, если брать средние по миру. И эта работа предоставляет отличную возможность установить контакты с профессионалами из разных отраслей и построить свою профессиональную сеть. Идея этого бизнеса заключается в продаже уникальных подарочных наборов с носками на определенный период времени, например, неделю, месяц или даже год. В наборах могут быть носки разных стилей, цветов, с разнообразными узорами и надписями, изготовленные из разных материалов. Это предложение позволяет клиентам наслаждаться свежими и стильными носками на протяжении заданного периода, что делает его привлекательным подарком или дополнением к гардеробу. Можно сделать подписочный вариант, когда каждый первый вторник месяца будет новая доставка. Вы можете работать как в направлении оригинальных подарков, так и просто продавая товар повседневного спроса, делая стабильную прибыль. Современные компании, как крупные, так и малые предприятия, стремятся активно продвигать свои бренды в онлайне через социальные сети. Однако владельцам бизнеса часто не хватает времени и экспертизы в этой области, и они ищут помощь для увеличения числа подписчиков в социальных медиа. И тут появляемся мы, на все руки мастера, готовые и пост интересный написать, и съемку небольшую организовать. Важно понимать, что все экспертные задания можно перенаправлять на фриланс-бирже. Вы можете просто контролировать процесс и продюсировать проект. Работая в этой сфере, вы можете предоставлять услуги по аутсорсингу компаниям и зарабатывать приличные суммы, постепенно масштабируя бизнес до полноценного агентства. Если вы увлекаетесь фотографией, то можно превратить свое хобби в источник дохода в интернете. Имея хорошую камеру, вы можете создавать высококачественные фотографии и продавать их на специальных платформах, таких как iStock, Unsplash и Shutterstock. Это отличная возможность не только продолжать заниматься своим увлечением, но и зарабатывать на нем. Это же касается и видеографов, ведь качественные футажи ценятся гораздо больше, чем фотографии. На этом можно делать полноценный бизнес, организовывая костюмированные съемки с актерами под востребованную тематику.
Некоторые просто берут друга или подругу, просят показывать разные эмоции, вроде злости, радости или недоверия. Все это снимают и успешно продают на стоках, без каких-то вложений и своего участия. Достаточно телефона, либо копеечного фотоаппарата, а доход исчисляется тысячами долларов в месяц, если у вас большой банк контента. Ну и самое главное, что разместив видео или фотографию раз, она продается годами. Веб-дизайн и разработка – это востребованные навыки в современном мире. Множество компаний и предпринимателей стремятся присутствовать в онлайне, и для этого им необходимы веб-сайты. Разработка веб-сайтов, особенно на заказ, требует технических знаний и навыков, которыми не каждый обладает. По крайней мере, так кажется заказчикам. Если вы решите стать веб-разработчиком, вам придется изучить языки программирования, такие как HTML, CSS, JavaScript, PHP и другие. Но правда в том, что в 2023 году это делать не обязательно, ведь есть конструкторы сайтов и нейросети, способные самостоятельно писать код. Конечно, это не подойдет для крупных заказчиков, но для малого и среднего бизнеса, где решает вопрос цены, вы можете стать настоящим спасением, если, конечно, выставите разумный прайс. Подкастинг – это аудиоформат, который позволяет создавать контент и зарабатывать деньги. В 2019 году в США было более 880 тысяч слушателей подкастов, и к 2024 году ожидается, что их количество увеличится до 160 миллионов. Но про что записывать? Если у вас есть экспертность, то можете рассказывать про свой опыт. В ином случае, мы же говорим про бизнес, вы можете приглашать других спикеров, и чем больше будет ваша аудитория, тем охотнее к вам будут идти. Зарабатывать можно не только на экспертном контенте. В подкастах можно найти популярные каналы с обычными историями из жизни, которые также собирают миллионы слушателей. История доменного имени insert.com, проданного в 2009 году за 160 тысяч долларов США, подтверждает, что домены могут быть ценным активом. Несмотря на то, что множество интересных доменов уже занято, существуют еще сотни тысяч, которых попросту не придумали, ведь компании и проекты появляются каждый день. Основным навыком здесь является способность определить перспективное имя, которое будет востребовано в будущем. Затраты минимальные, просто покупайте за пару долларов и держите у себя, пока не настанет момент X. Если у вас есть глубокое понимание определенной темы или предмета, вы можете подумать об онлайн-репетиторстве. Существуют платформы, такие как Cloud Lessons, где вы можете зарегистрироваться и начать предоставлять частные онлайн-уроки студентам. Альтернативой может быть создание частной группы в Telegram или сообщества в других соцмедиа для обучения студентов. Это позволит вам не только делиться своими знаниями, но и зарабатывать на этом. Вы можете также выступать организатором небольших школ, вербовать нескольких преподавателей на подработку, подыскивая им группы или отдельных студентов. Заработок на тестировании и обзорах продукции от известных брендов – это также интересная идея. Многие производители стремятся получить обратную связь от потребителей и готовы заплатить за честные отзывы. Преимущество работы в качестве обозревателя заключается в том, что вам не нужно покупать товар, так как его предоставляют вам бесплатно. Активно ведите социальные сети. Люди любят смотреть, как разбирают тот или иной товар. Чем популярнее вы станете, тем больше будет материальный выхлоп. Даже работа по бартеру выгодна, ведь после обзора вы можете продать товар и получить свой плюс. Мир создания скинов для компьютерных игр, таких как CS2, Dota и другие, может быть прибыльным, но не каждый достигает уровня успеха, о котором говорится. Доходы могут значительно варьироваться от пары сотен долларов до миллионов комиссионных. Точной информации нет в открытом доступе, так как компания Valve, разработчик серии Counter-Strike, обычно не разглашает такие данные. Тем не менее, создание скинов может быть интересным хобби и потенциальным источником дохода для тех, кто обладает талантом в этой области. А сейчас, когда вышла CS2, открывается новый задел на несколько лет вперед.
Бьюти-коворкинг представляет собой инновационную идею для женщин, которые ищут возможность реализоваться в сфере красоты, но не имеют денег на открытие собственного салона. Основная концепция бьюти-коворкинга заключается в предоставлении оборудованных рабочих мест независимым специалистам в области красоты, таким как парикмахеры, мастера маникюра, специалисты по наращиванию ресниц и косметологи. Эти специалисты работают на себя и арендуют рабочие места на определенный период времени, будь то час, несколько часов или даже сутки. Сотрудничество бьюти-коворкингов с опытными мастерами, уже имеющими клиентскую базу, предоставляет им возможность сохранить большую часть своего дохода, что делает эту идею привлекательной для них. В то же время владельцы бизнеса могут ожидать стабильного дохода, не беспокоясь о найме и управлении персоналом. Бизнес ориентирован на аренду рабочих мест, делая его более удобным и менее рискованным по сравнению с открытием собственного салона красоты. Студия раннего обучения плаванию предоставляет родителям возможность обучить своих детей плавать с первых месяцев жизни. Этот бизнес требует небольших инвестиций для открытия, так как для занятий подходят крошечные бассейны, как стационарные, так и портативные. Начальные затраты составляют около 1 или 1,5 миллиона рублей. Студия должна располагаться на первом или цокольном этаже здания. Занятия могут проводиться как индивидуально, так и в группах. Прибыль идет с продажи абонементов, а также от дополнительных услуг, таких как продажа детских товаров для плавания и организация детских фотосессий. Хоть и может показаться, что в больших городах много подобных студий, но вы же не привезете малыша в другой район, чтобы поплавать. Ему банально будет пора спать прежде, чем вы доберетесь, поэтому можно смело открываться, особенно в новых застраиваемых районах. Услуги «Муж на час» предоставляют специалисты, выполняющие разнообразные бытовые задачи, такие как сборка мебели, установка полок, небольшие ремонтные работы, электромонтажные работы и другие. Эти услуги могут быть востребованы как частными лицами, так и малыми фирмами, которые нуждаются в профессиональных услугах для бытового обслуживания. «Жена на час» – тоже востребованная услуга. Сюда можно включить приготовление домашней пищи, уборка помещения, подготовка к празднику и так далее. Вы можете быть исполнителем, а можете просто продавать заявки уже существующим агентствам. Специалисты по IT-поддержке предоставляют помощь и обслуживание компьютерных систем и оборудования. Их работа включает в себя различные аспекты системного администрирования, сетевого анализа, управления базами данных, обеспечения безопасности и защиты информации. Если у вас есть интерес и навыки в этой области, то работа в IT-поддержке может предоставить вам стабильный и востребованный источник дохода. Для старта в бизнесе можно осуществлять поддержку не корпоративного сектора, а физических лиц. Установка программного обеспечения или какие-то базовые поломки. Объявления можно размещать на досках объявлений, работая с выездом. Ну а заявки тоже хорошо перепродаются в сторонние организации. Пошив одежды может быть прибыльным бизнесом, который можно начать практически в любом месте. Если вы обладаете навыками и фантазией, то создание собственной одежды на заказ может стать хорошим финансовым подспорьем. Вы также можете пройти онлайн-курсы по дизайну одежды, чтобы расширить свои знания и навыки в этой области. Пошив одежды предоставляет возможность работать над уникальными проектами и иметь постоянных клиентов. Если сюда добавить еще вышивальную машинку, то можно работать и с корпоративным сектором, делая униформу и логотипы. Производство 3D-автозапчастей представляет собой инновационную бизнес-идею, основанную на использовании 3D-принтеров для создания редких автомобильных деталей на заказ или для продажи. Этот подход позволяет изготавливать различные запчасти для тюнинга и обвесов, бамперов, кусков крыльев, а также интерьерных элементов. Деньги там неплохие. Если вы когда-то заказывали что-то кастомное из пластика, то прекрасно знаете, что даже небольшая деталь может стоить как крыло самолета. Дроны могут использоваться для различных целей, включая аэрофотосъемку, охранное наблюдение, поисково-спасательные операции и сельскохозяйственные исследования.
Начать этот вид бизнеса можно с приобретения доступных дронов и прохождения курсов по управлению ими. А также важно ознакомиться с правилами владения эксплуатацией БПЛА в вашем регионе. Потом размещаем объявление в интернете, ставя доступную цену, чтобы привлечь первых клиентов, и начинаем зарабатывать. Многие покупают дрон как способ легкой подработки, даже не заморачиваясь на рекламе своих услуг. Ну и судя по происходящему в мире, навыки пилотирования будут очень актуальны не только в коммерческой сфере. Ремонт смартфонов – это бизнес-идея с низкими начальными затратами. Для начала вам потребуется освоить навыки, вероятно, пройдя стажировку у специалиста, и приобрести необходимые инструменты. Начинать можно даже на дому, рекламируя свои услуги через интернет. Но потом лучше арендовать небольшое помещение в проходимом месте. Можно даже выбрать узкоспециализированное направление, например, игровые приставки и ТВ-боксы. Здесь ремонт и прошивка тоже приносят хороший доход. Предоставление услуг по уходу за детьми для занятых родителей – весьма актуальная бизнес-идея. Эти услуги могут включать организацию детского сада или ясли у вас дома, где родители могут оставить своих детей под вашим наблюдением. Но тут вам следует ознакомиться с законодательством. Там есть ограничения по времени и возрасту. Также вы можете предоставлять услуги няни, работая непосредственно в домах семей, когда родители находятся вне дома. А также очень популярной стала услуга водителя-няни. Вы просто отвозите и забираете детей из различных секций и кружков, экономя время другим. Ну а теперь то, что мы обещали с самого начала. Актуальная ниша, которая доступна абсолютно каждому, хотя деньги там немалые. Мы говорим про дропшиппинг, ведь это отличный способ заняться торговлей, даже если у вас нет больших финансовых ресурсов. Этот метод позволяет вам продавать товары без их физического наличия. Принцип прост. Когда клиент размещает заказ у вас, поставщик занимается доставкой товара. Ваша прибыль состоит из разницы между оптовыми и розничными ценами. А где искать клиентов? Самый простой способ – создать карточки товаров на досках бесплатных объявлений, раскидать их по социальным сетям и начать ловить первые заказы. Дропшиппинг позволяет зарабатывать с полного нуля, а потолка в этом бизнесе попросту нет. Все зависит от товара и ваших способностей. Как видите, вариантов для заработка миллион. Вопрос только в том, что нужно начать действовать, а не просто сидеть на попе ровно. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!